Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у нас очень важная тема. Тема очень важная, особенно для жителей Кореи. Как же все-таки называется море в Корее? Японское или Восточное море? Уточню, что Корея омывается 3 морями. Итак, море, которое находится на востоке, в Корее привыкли называть Восточным или Тонхэ. Почему я затронула эту тему? Потому что многие иностранцы и люди, которые не связаны с Кореей, называют это море японским. Почему это море называют японским? Это не ошибка. Это не потому, что люди хотят обидеть корейцев или унизить, навредить. Все это потому, что жители Европы и люди, которые не связаны с Кореей, действительно считают, что это море называется только японским, и другого названия они не знают. И это не потому, что оно принадлежит Японии, а просто вот потому, что название Японское море. После моего последнего видео, где я называю море японским, мне пришло очень много сообщений и комментариев по поводу того, что я сделала ошибку, такого моря не существует. Удалите, пожалуйста, это название, как море между 2 странами может называться японским, и вообще, что это очень глупо, и вот как-то так. Чтобы не быть голословной, я пыталась объяснить людям, но я решила записать это видео, и, возможно, корейцы действительно не знают того, что за пределами Кореи это море считают японским, потому что все корейцы уверены, что это Восточное море. Когда иностранцы называют море японским, они считают это оскорбительным. Итак, я специально нашла цитаты, я очень много читала в интернете, гуглила, задавала вопросов моим иностранным друзьям, для того, чтобы понять, какое же действительно море, как его где называют. Изначально я вам прочитаю цитату из Википедии. Японское море, другое название Восточное море. Это прям написано в Википедии. Значит, на японском это Нихонкай, и на корейском это Тонхэ или Восточное море. В Корейской Народно-Демократической Республике и Корея известна как Чосон, Тонхэ, Восточно-Корейское море. Окраинное море в составе Тихого океана отделяется от него японскими островами. Это я вам прочитала цитату из Википедии. У меня есть еще одна цитата с научной русской газеты, в которой написано: историческое название Японское море изначально установилось в Европе в период с конца XVIII до начала XIX века и используется уже в течение более 200 лет. Вы представляете, 200 лет люди в Европе называют море японским. Но это очень много. Из-за этой очевидной географической особенности название Японское море стало широко принятым по всему миру. В настоящее время в более чем 97% карт, используемых по всему миру, за исключением тех, которые используются в Республике Корея и в Северной Корее, употребляется только название Японское море. Это название укоренилось в международном сообществе. Более 200 лет люди в Европе называли это море японским. И это не проблема самих людей, которые хотят как-то ущемить, оскорбить, обидеть корейцев. Это просто потому, что даже в школьных учебниках в Европе, в Украине, в России, насколько я помню, мы учили, у нас была карта, и мы показывали, где какая страна находится, что где какое море. И мы учили море японское. Вот. И очень сложно теперь объяснить людям, что японского моря нету. Насколько я знаю, всего лишь 5 лет назад страны договорились, что будут указывать двойное название, то есть японское, в скобках, Восточное море, для того, чтобы корейцам не было обидно, как такое уточнение. Но вы понимаете, что учебники и карты никто не будет перепечатывать и переписывать, и дети учатся по этим картам и по учебникам. И люди, которые не касаются Кореи, они не знают, что есть Восточное море, они знают его как японское, не потому, что оно принадлежит Японии, а просто потому, что оно называется так уже в течение длительного периода времени. И если бы я не приехала в Корею и не столкнулась с этой проблемой, я бы тоже не знала, что корейцам не нравится это название, что они называют его Восточным. И причем многие даже не знают о том, что в Европе называют это море японским. Во всех справочниках написано как Японское море. Из-за того, что я проживаю в Корее, я могу
поменять в себе и начать называть это море восточным из-за уважения к людям, из-за уважения к стране. Но это не поменяет иностранное общество, которое продолжает называть это море японским. И это не проблема иностранцев, это проблема людей, которые не смогли донести всемирному обществу, что нет такого моря. Поменяйте, пожалуйста, в картах, в поисковиках, везде это море на восточное. Нам это неприятно как-то договориться, но этого не произошло, и теперь я считаю, что сложно это все изменить. Я думаю, что нужно просто больше говорить об этом. Если эта тема настолько важна корейцам, то это нужно объяснять и рассказывать всему миру, что вот так. Потому что, знаете, я даже столкнулась с такой проблемой, когда мы были на море, на Восточном море. Я не смогла отметить геопозицию Восточное море, потому что на российской карте это море показывает только как японское. Вот. Нужно этим заняться, это поменять, а не просто ссориться с иностранцами, доказывать, что японского моря не существует, потому что в других странах этого не понимают, этой проблемы нет, люди не касаются этого. И мы очень много спорили с мужем, даже не спорили, а пока ему доказала то, что я не глупая, это не моя ошибка, это действительно так и есть, во всем мире вот так вот называют. То прошло очень много времени, пока ему это объяснила, все показала. Я приняла этот удар на себя и решила об этом поговорить, так как тема остается, тема накаленная, но я считаю, что это всего лишь название. Никто не говорит, что море принадлежит Японии. Да, действительно, название такое укоренилось. Мне муж привел пример. Сейчас такая проблема. Если вы знаете, то Крымский полуостров, который принадлежал Украине, сейчас считается российским. И для меня, как человека, который не жил в то время, в далекое время, когда, возможно, были какие-то предрасположения к тому, что он был российским, для меня он украинский, для меня он наш Крым, понимаете? И муж мне говорит, вот тебе бы было неприятно, если бы Крым называли российским. Это совсем разные вещи. Японское море никто не забирает. Крым теоретически оккупирован, и он не принадлежит Украине. Там другая власть, другое все. Если бы он вернулся в Украине и назывался российским, для меня это было бы вообще не обидно. Верните просто то, что принадлежит нам. Вот такая ситуация. У меня это тоже обостренная эта тема. И еще ситуация, что мне муж сказал, посмотри на карте, как Крым отмечен. И я посмотрела, как отмечен Крым, и действительно Крым отмечен как Украина. То есть здесь наша власть позаботилась о том, чтобы Крым не признавали российским. Вот такая у нас сегодня была сложная тема. Я надеюсь, что вы от меня не отпишетесь за такой откровенный разговор. Я надеюсь, что ко мне не посыпятся плохие комментарии. Я не хотела кого-то как-то плохо настроить. Это лично моя точка зрения. И я просто хотела донести, как действительно есть на самом деле. И то, что да, такая проблема существует, но это не проблема иностранцев, это проблема всего сообщества и вот этой вот учебной программы. Вот. Поэтому до скорых встреч. Спасибо, что вы прослушали это видео до конца. И если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Ставьте лайк, дизлайк, я все пойму. И до новых встреч. Пока-пока.